Первая консоль Nintendo с оптическим приводом, и она не забыта до сих пор. Вокруг нее достаточно большое комьюнити, которое все еще активно играет, разрабатывает homebrew приложения, а также и аппаратные дополнения консоли. В общем, эта консоль все еще интересна людям, но возраст берет свое, и у многих появляются неисправности из-за банального износа. Какой самый простой способ играть в игры GameCube, если вы не хотите изнашивать свои оригинальные диски и оптический привод консоли? Тут у вас несколько вариантов. Один из них – это использование Wii первой ревизии. В ней реализована аппаратная обратная совместимость, а игры можно запускать с USB-носителя. Если этот вариант вас устраивает, то я бы порекомендовал на нем и остановиться. Но если же вы хотите использовать именно GameCube, например, из-за более качественного видеовывода или просто потому, что вам так хочется, то придется обратиться к другим вариантам. Один из самых известных и самый старый способ – это инсталляция в консоль чипа Xeno, позволяющего обходить проверку дисков, что позволит запускать бэкапы ваших игр из записанных болванок. Но подходящие и качественные мини-DVD сейчас найти крайне трудно, да к тому же этот способ все еще изнашивает привод консоли. Тогда зачем я о нем говорю? Потому что из этого способа плавно перетекает другой, более подходящий нам метод. Первые ревизии GameCube, кроме того, что имели на задней стороне цифровой видеовывод, также имели 3 порта расширения на нижней стороне корпуса. Один из них – последовательный порт, который нам пригодится. Существуют специальные адаптеры для этого порта, позволяющие подключить туда microSD карту памяти. Я расскажу о старом способе запуска игр с помощью такого адаптера и без установки чипа внутри вашей консоли. В некоторых играх GameCube есть баг при загрузке сохранений, позволяющий выполнить неподписанный код на карте памяти. Проще говоря, у вас есть возможность запустить homebrew приложение с вашей карты памяти консоли из некоторых игр GameCube. Но и у этого способа есть минусы. Во-первых, вам понадобится лицензионная игра с тем багом, о котором я говорил выше. Список таких игр весьма скромный, к тому же в каждом регионе он разный. В моей коллекции есть Splinter Cell, одна из игр из этого списка для региона PAL, так что мне ничего докупать не пришлось. Если же в вашей консоли установлен чип Xeno, то вы можете записать эту игру на болванку, но это не совсем легально. Вторая проблема. Вам придется сначала записать на карту памяти GameCube специально подготовленное сохранение именно для вашей игры, в моем случае Splinter Cell, и программу Swiss, которая будет запускаться прямо с карты памяти. И вот парадокс. Сделать это проще и быстрее всего с помощью взломанной Wii первой ревизии, имеющей обратную аппаратную совместимость с GameCube и ее аксессуарами, в том числе с карты памяти. У меня такая есть, и с ее помощью я записал программу Swiss и нужное сохранение на мою карточку. Теперь берем любую удобную вам SD-карту, хотя желательно не ниже 10 класса, и записывайте на нее бэкапы ваших игр. Когда все будет готово, вставляйте SD-карточку в адаптер SD to SP2 и вставляйте его в последовательный порт консоли вот таким образом. Включайте Splinter Cell, пропускайте вступительный ролик и ждете появления главного меню. Выбираем пункт «Загрузить игру», выбираем наше сохранение. И перед вами Swiss. Отсюда вы можете запускать бэкапы игр, в том числе другого региона, отличного от региона в вашей консоли. У вас есть возможность настроить параметры каждой игры, пропуск видеовставок, режим аудио, виртуальная карта памяти и еще разные параметры. В том числе вы можете форсировать различные видеорежимы. Конечно, при подключении компонентного кабеля или альтернативных решений вроде GC Video, видеорежимов будет гораздо больше. С композитным подключением или, как в моем случае по RGB, есть выбор между 3 значениями 576i, 480i и 240p. И самое главное, вы можете запускать игры без дальнейшего использования оптического привода консоли. При этом по скорости такой способ ничем не уступает скорости чтения с диска, а в случае случайного доступа еще и превосходит его. Это отличный способ продлить ресурс привода GameCube и играть без вмешательств в консоль максимально долго. Если вы тоже любите GameCube, то это отличный способ для вас играть без необходимости вносить изменения в конструкцию консоли. Спасибо за внимание, подписывайтесь, если вам интересна такая информация, и расскажите в комментариях, хотели бы вы пообщаться на стримах под какую-нибудь старую игру. Resident Evil 4